Добрый день! В этом видео я, как и обещала, расскажу о разных версиях, взглядах и трактовках дохристианских мифологических представлений древних славян. Религия древних славян относится к ведическому корню, то есть она родственна верованиям Древней Индии, Древнего Ирана, Древней Греции, Рима, этрусков, скандинавов и, возможно, кельтов. Базируясь на мифах этих культур, неоднократно предпринимались попытки реконструкции верований славян, а также выявления базовых сказок без христианских влияний. Сразу оговорюсь, все, что я дальше расскажу, это версии, достоверность которых можно утверждать с большей или меньшей степенью вероятности. Тем не менее, без мифов сложно представить культуру народа, поэтому считаю важным остановиться на этом вопросе. Итак, вероятно, уже в третьем тысячелетии до нашей эры на территории современной Украины между Карпатами и Днепром прославянские племена начали создавать собственную религиозно-мифологическую картину мира. Во главе славянского пантеона стоял триглав богов, то есть три главных бога. Сразу напомню вам про индийскую Тримурти, состоящую также из трех богов, а также про триады этрусских и римских верховных божеств. В разных славянских городах это были не одни и те же боги, что говорит нам об очень раннем этапе формирования религиозно-мифологических взглядов, сравнимых с Древним Египтом и доолимпийской Грецией. В Киеве во главе пантеона стояли Сварог, небесный отец, ожидающий людей в раю Ирии, Дождь-бог, солнечный бог, податель благополучия, и Стрибог, отец или дед ветров. Сварог также являлся олицетворением мужской части рода, женскую половину которого представляла Лада, богиня брака, лета, изобилия, покровительница рожениц, которая почиталась вместе с дочерью Лелей. В Новгороде пантеон возглавляли Сварог, Перун-громовержец и Велес, бог богатства, покровитель скота. В Велесовой книге они называются Дид, Дуб и Сноп. В ней говорится об особом единении этих богов, которое распространялось по всему миру, что как бы подталкивает к мысли, что у древних славян начинали зарождаться монотеистические представления. Однако, мне кажется это сомнительным, поскольку аналогичная триглаву Тримурти, остающаяся актуальной на территории Индии и сейчас, никогда не принимала форму единобожия. Перед вами вариант реконструкции генеалогического древа славянских богов. Картина мира древних славян, вероятно, как и у многих других народов, ориентировалась на 4 стороны света и состояла из 3 уровней. Наиболее стройная картинка получается у современных русских неоязычников. Верхний правь, средний явь и нижний навь. С названиями согласятся далеко не все, но давайте будем их использовать как наиболее удобные. А в подтверждение того, что деление на 3 уровня было, приведу изображение сбручского идола. 4-гранного и 4-ярусного столба, найденного в Прикарпатье на реке Сбруч. Это приток Днепра. На верхнем ярусе боги в полный рост, на среднем маленькие фигуры людей, а на нижнем подземные божества, стоящие на коленях. Нижний ярус, вероятно, был частично вырыт в землю, а весь столб был окрашен в рудый, то есть красный цвет. Можно предположить, что в праве обитали боги и располагался небесный Ирий. В нем росли священные деревья – дуб, береза и яблоня с молодильными яблоками, дающими бессмертие. Помните сказки про добывание молодильных яблок? А истории про греческий сад Гесперид и яблоки скандинавской богини Идун? В Ирии жили небесные птицы – Сирен, Алконост, Гамаюн, Жар-птица, Финист Ясный Сокол и другие. Все они знакомы вам по сказкам. Сирен поет грустные песни, Алконост – песни счастья. Жар-птица светится и обжигает. Гамаюн – безногая и бескрылая, передвигающаяся с помощью хвоста вещая птица. Финист, который отправляет девушек истоптать 3 пары железной обуви и выполнить кучу заданий, чтобы вернуть его, очень сильно напоминает греческого Ирота, из-за которого испытание проходила Психея. В Ирий улетают все птицы, и тогда он локализуется на западе за морем в теплой стране.
Но еще туда отправляются змеи, что перемещает его под землю, потому что эти пресмыкающиеся попадают туда с помощью деревьев, которые служат проводниками, либо просто собираются в клубок в самую глубокую яму. На мой взгляд, более вероятно, что змеи отправляются не в Ирий, а в другую часть потустороннего мира, которая находится под землей. Так я думаю, проводя аналогию с индийскими представлениями о Нагалоке, мире змееподобных нагов, который находится под землей. В Ирии есть молочная река Кисельные берега, которая течет то ли из вымени небесной коровы Зимун, то ли из-под камня Алатырь, размещаемого в центре мира в море-океане на острове Буяне. На нем написаны законы Сварога, правила для живущих в Яве, мире живых. На том же острове растет дуб, в ветвях которого сундук с Кощеевой смертью. Навь – место для подземных богов. Вход в него располагается у Сорочинской горы, где-то за пределами родной земли. Слово, вероятно, средневековое, происходящее от искаженного сарацин. В Навий день было принято поминать умерших. Навками или мавками украинцы называли русалок, а южные славяне – птиц, что восходит к верованиям, что души умерших могут возвращаться в мир в виде птиц. Души тех, кто жил правильно, попадали в Ирий на крыльях ласточек по Млечному пути. Другие отправлялись в Навь в клюве ворона, который выклевывал глаза покойнику. Вы, конечно, помните знаменитое выражение Льва Толстого «глаза – зеркало души». Вероятно, автор опирался на древние народные представления, хотя и не осознавал этого. По другому варианту, души доставлял медведь, съевший труп. Дорога в Навий мир лежала через море. С загробным миром связана детская песенка, которую принято распевать весело и залихватски. «Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» Вас не смущала брашка в детской песенке? Меня мучило так, что я не пела это произведение народного творчества своей дочке. А потом выяснила, что эта веселая и задорная история рассказывает про общение с уже умершей бабушкой. Кашку и брашку едят на поминках. Есть версия, что пели ее бабушки, чтобы научить ребенка общаться с потусторонним миром, спрашивать совета у предков. Мир мертвых отделялся от мира живых рекой Смородиной. Ее название не имеет отношения к ягоде, а говорит о плохом, смрадном запахе. И тут стоит упомянуть индийскую Вайтарани, которая также разделяет два мира, а состоит из крови, костей, волос и тому подобного. Через реку перекинут Калинов мост, и снова никакого отношения к ягоде. Просто он каленый, раскаленный, чтобы ни одна живая душа не могла через него перебраться. Границу миров охраняла Баба-Яга. Вероятно, она же Мара-Марена, смерть. По некоторым версиям, супруга или бывшая супруга Велеса, которого идентифицируют с Кощеем. Хотя она может быть и матерью, и теткой последнего. Но если вы вспомните, что в некоторых сказках есть старшая, средняя и младшая Яга, то ролей хватит на всех. Одним из обязательных атрибутов Бабы-Яги является костяная нога, которая говорит о том, что она частично принадлежит к загробному миру. Вспоминая сказочную избушку этой женщины, посмотрите на амбары древних саамов. Думаю, сходство неоспоримо, потому есть версия, что этот мифологический образ перекочевал от них. К бабушке-пограничнику приходят те, кто добровольно решил покинуть мир Яви. Ее задача – вернуть потенциального самоубийцу к жизни. Для этого она его пугает, угрожает съесть, и, согласно сказкам, этот прием срабатывает. Дети убегают от нее домой. Много ли вы знаете сказок, где Яга реально кого-то съела? Я только из детства одну помню – польскую. Баба-Яга демонстрирует в сказках способ лечения недугов, который достаточно долго сохранялся на Руси, когда обмазывали ребенка тестом и трижды совали в печь. Она же отвечала за то, чтобы впускать из Навьего мира в мир Яви новорожденных. Есть версия, что глагол «ягать» – это не просто орать, а кричать во время родов. Возможно, запекание в печке или угроза подобных действий – это обряд инициации, второго рождения уже для взрослой жизни. Вот такая славянская злодейка. Помните, в сказках у нее приятельница есть – Кикимора?
Ученые предполагают, что это имя составное. Первая часть «кик» в одной из версий трактуется как «горбатость», а вторая «мора-мара» – «марана». Получается та же Баба-Яга. Вероятно, христиане, очерняя древние мифы, просто не разобрались, что она одна, а не две. Кстати, одно из наименований Кикиморы – Макоша, что приводит нас к славянской богине Мокош. Ее определяют как покровительницу ткачества и прядения, связанную с водой и плодородием. Предполагают, что у нее были две помощницы – Доля и Недоля. Последнюю еще называли Лиха Одноглазая. Возможно, именно они сохранились в выражениях «злая доля» и «лихая судьба», то есть неудачи, которые сопутствуют человеку. С вероятным мужем и злодейским партнером Бабы-Яги Кощеем Бессмертным тоже история любопытная. Ведь обычно его изображают как скелет. Да и имя предположительно происходит от худой, тощий, кость. Вас никогда не смущало, что при этом он все время себе невест таскает? И ведь не просто поглумится, а в жены зовет. Только чего он с ними делать-то будет? Вот такой главный славянский сказочный злодей. Думаю, в современном мире у жениха, который, по выражению Пушкина, над златом чахнет, отбоя от невест не было бы. Вероятно, каждая невеста Кощея – это умирающая или тяжело больная девушка, душа которой уже отправилась в загробный мир. В такой интерпретации путь жениха – это камлание шамана с целью вернуть девушку к жизни. В лесах славян жили лешие с лешихами и их потомством. В домах – домовые с помощниками или женами и дочками. В банях – банники и банницы. В реках – водяные и водянницы, русалки. Причем последние не имели хвоста, как мы привыкли думать. Они водят хороводы и сидят на деревьях. Помните, у Пушкина русалка на ветвях сидит? С чего мы взяли, что она наполовину рыба? Вероятно, потому что эти персонажи связаны с водой, так как отвечают за плодородие. До принятия христианства князь Владимир пробовал произвести на Руси языческую реформу в 980 году и создать общегосударственный языческий пантеон. В Киеве, рядом со своим теремом, он приказал поставить деревянные скульптуры Перуна, Хороса, Дождь-бога, Стрибога, Семаргла, Макоши. А внизу под горой – идол Велеса. Перун и Велес враждуют с тех пор, как последний украл у громовержца жену. Эта реконструкция в рамках теории основного мифа была сделана советскими исследователями Ивановым и Топоровым на основе ведического мифа про Индру и Бритру. Макоша или Мокош – единственный женский персонаж, чей идол был установлен по приказу Владимира. Она богиня судьбы и воды. Семаргл – летающий огненный пес, перекликается с иранской птицей сенмурф. Поэтому другой советский исследователь Рыбаков наделяет его сходными с ней функциями – хранитель семян и всходов. Возможно, он, как и Хорос, действительно заимствован из иранской мифологии, поскольку религиозная реформа Владимира должна была угодить разному населению Киева. Не обойду я вниманием и такого знаменитого персонажа русского фольклора, как Змей Горыныч. Есть версия, что сначала его представляли как огромный огненный шар, который напрямую ассоциируется с шаровой молнией, а значит и с небесной стихией. В другом варианте это огромная гора, а точнее великан Горыня, брат Дубыни и Усыни. Первый управляет горами, второй растениями, а третий водой. Еще одна версия объединяет две предыдущие. Видели на небе огромные облака? Это и есть Змей Горыныч, небесная гора. Пару слов добавлю про полкана. Это не кличка собаки, а мифологический персонаж – полуконь. Иногда с собачьей головой, но чаще с человеческой. Вполне вероятно, что он родственен греческим кентаврам. Кот Баюн, известный по лукоморью Пушкина, вероятно, рассказывает сказки чарующим голосом для того, чтобы усыплять путников, а потом съедать. К этому образу также примыкает кот-бегемот из «Мастера и Маргариты» Булгакова, потому как в сказках он огромных размеров. Между прочим, если кота поймать, то его россказни будут действовать исцеляюще. Все, наверное, водили в детстве хоровод вокруг елки.
Но мало кто знает, что идти можно только в одну сторону, по солнцу, по часовой стрелке, потому что в обратную это символ смерти. Да и елка, вокруг которой радостно скачут дети, это растительная жертва Морозу-Карачуну, чтобы не заморозил до смерти. Ведь не праздновали славяне Новый год в январе. Какая уж тут новая жизнь, когда все умерло под снегом. Вот весна – самое время для такого торжества, а по осени – праздник урожая. В современном мире мы надеваем Вифлеемскую звезду из христианской традиции на жертвенное дерево древних славян и украшаем игрушками советского безбожного времени. И это нормально. Культура меняется вместе с людьми. Что-то в ней остается, а что-то теряется навсегда. Вы знаете игру «Бояре»? В моем детстве в нее играли в каждом дворе, а теперь, пожалуй, только на тематических вечерах в краеведческих музеях организуют такое действо. А ведь это обряд сватовства. Культура русской деревни сохранила для нас часть славянского наследия. Вероятно, мы никогда не сможем полностью очистить ее от поздних влияний, но примерную картину мира увидеть можем. И пусть она будет несовершенной, но оттого не менее интересной. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание.